Этот тренд точно не исчезнет завтра и не растворится, как очередной эффект из ТикТок, потому что он не про визуальный вау, он про память, про смыслы, про то, что важно каждому. Наверняка вы хоть раз думали, а что если бы в детстве у меня был телефон? Каким было бы то самое первое видео? Особенно это понимают бумеры и миллениалы. У большинства тогда просто не было возможности снимать видео. Фотографий было мало, иногда всего одна, и если она замирала, вместе с ней замирала вся наша история. Сегодня все делается одним нажатием, но больше всего цепляют не спецэффекты, а малейшее движение на старой фотографии близкого человека. Оно делает момент живым. И если вы хотите по-особенному порадовать своих близких, это видео для вас. Мы разберем, как восстановить старые фото, как дорисовать вертикальные кадры под горизонтальное видео, как оживить каждое фото так, чтобы оно вызывало ту самую добрую ностальгию. И, конечно, собрать полноценную мини-историю, которую можно включить на юбилее, свадьбе, дне рождения или семейном празднике. Это подойдет всем. Тем, кто хочет сделать подарок близкому, фотографам и видеографам как услуга, а для ивент-агентств и ведущих как 100% лирический интерактив вечера. Каждый сможет не просто повторить, но и использовать это в своей работе как дополнительную теплую услугу. Можно, конечно, кинуть фото в Telegram-бота и получить один готовый кадр, но если мы делаем настоящий видеоряд, все фото должны быть в едином стиле и формате, поэтому сначала их нужно правильно подготовить. Тем более, что к нам обратились с очень теплой просьбой оживить несколько старых фотографий и собрать из них небольшую видеозарисовку для юбилея. И сейчас я покажу вам, как это сделать от начала и до конца. Начнем с подготовки материала. Это самый важный этап. Нам нужно аккуратно привести фото в порядок и подготовить их под формат будущего видео. Переходим к подготовке. Сейчас я загружу все фотографии в канву и разложу их на одной доске, чтобы вы видели общую картину. Фотографии разные, где-то пленка порвалась, где-то вырезан кусок, а какие-то, похоже, просто сфоткали телефоном прямо с альбома. Такое бывает почти всегда, когда работаешь со старыми архивами. И сейчас мы шаг за шагом пройдемся по каждому снимку, почистим дефекты, дорисуем недостающие части и приведем все к единому аккуратному виду. Это фундамент, от которого зависит, насколько красиво потом оживятся фотографии. Заходим в канву. Перед вами моя рабочая доска. Сюда я уже разложила все фотографии, чтобы было наглядно видно, с чем нам предстоит работать. Давайте посмотрим на примере этого милого фото. Молодая пара держит младенца. Оно прямоугольное, но все еще не подходит под формат 16:9. А это значит, нам придется дорисовать недостающие области. И вот эти зеленые уголки – это явный признак, что фотографию снимали прямо с альбома на телефон. Скорее всего, сам снимок приклеен, и его просто невозможно было достать. Такие моменты нужно аккуратно убрать, чтобы в нашем видео это не бросалось в глаза. Кстати, еще по краям видны обрезки, их тоже нужно убрать. То есть, что мы имеем? Фотография сама по себе хорошая, но формат не подходит. Есть лишние детали, есть над чем поработать. Переходим на пустой холст в канве. Для наглядности я сразу показала нужный размер – 1920 на 1080 пикселей. Если у вас формат изначально получился другой, можно легко все исправить. В правом верхнем углу нажимаем «Изменить размер». Там есть готовые подсказки и пресеты. Если вдруг что-то не получится, пишите в комментариях, мы вам поможем. Заходим в раздел «Загрузки», берем нужное фото и размещаем его на холсте. Первый этап – убираем все лишние дефекты. Кликаем по снимку и на верхней панели выбираем «Править». Слева открывается панель инструментов. Здесь нам нужна мастерская волшебства. Внутри нее находятся разные приложения. На первом этапе нам нужен волшебный ластик. Выбираем его. Слева появляется отдельный блок настроек. Кисть уже установлена. Нам остается только слегка уменьшить ее размер, чтобы аккуратнее захватывать маленькие области, которые нужно убрать. И начинаем работу. Аккуратно убираем верхний край, зеленый уголок и все, что портит снимок или выбивается из общего вида. После этого нажимаем кнопку «Стереть» и готово. Обратите внимание, край стал ровным, а фото – чистым, без лишних артефактов. После очистки я растягиваю фотографию на весь холст. И, как видите, справа и слева появляются пустые области, недостающая часть кадра. Конечно, можно было бы просто залить их черным, как часто делают. Но это точно не наш вариант. Мы дорисуем все аккуратно с помощью той же мастерской волшебства. Снова нажимаем «Править» и выбираем приложение «Волшебное увеличение». В настройках ставим режим «Вся страница» и нажимаем «Развернуть». Буквально через пару секунд нам предлагают 4 варианта генерации. Если вариант не нравится, просто нажимаем «Генерировать еще». Можно ждать столько, сколько нужно, пока не появится удачный результат.
Мы определились, в целом получилось неплохо. Но если что-то смущает, мы всегда можем вернуться в волшебный ластик и подправить мелкие моменты. Это абсолютно нормально. Редактирование всегда идет в несколько подходов. Если вам не нравится цвет или качество, просто снова нажимаем на фото, выбираем «Править» и слева открываем вкладку «Настройки». Здесь появляется панель цветокоррекции, яркость, контраст, резкость, тепло, оттенок и другие параметры. Мы почти ничего не меняем, только слегка добавляем света, немного контраста и немного резкости. Этого достаточно, чтобы фото выглядело чище и аккуратнее, но при этом оставалось естественным. Все-таки это старый снимок, и легкая шероховатость только добавляет ему своего шарма. Готово! Фото можно сохранять. Нажимаем «Скачать». Выбираем формат PNG. Он дает наиболее качественный результат на выходе. И все. Изображение полностью подготовлено к следующему шагу. По этой же схеме я обработала все остальные фотографии. Показывать каждый процесс по отдельности смысла нет, все делается одинаково. Лучше я покажу вам результат. Вот как снимки выглядели до, и вот после обработки. Вот следующее фото. Девочка у елочки. Здесь нам пришлось расширить границы кадра под формат 16:9. На следующем снимке та же ситуация. Фото вертикальное, и мы аккуратно дорисовали края, чтобы оно легло в горизонтальный видеоряд. А здесь девушка у елки, и это фото вообще было квадратным. И посмотрите, как хорошо нейросеть дорисовала пространство по бокам, получилось натурально и аккуратно. А вот этот снимок прямо из альбома, со старыми уголками. Он тоже был квадратный. Мы его почистили, убрали все лишнее, повысили четкость и расширили под формат видео. Теперь все кадры выглядят ровно и органично. Переходим к самому интересному – оживлению фотографий. Для этого я использую нейросеть C-Art. Это большая платформа, где можно генерировать и фото, и видео, и там собраны разные модели. От Nano-Banana до Sora 2. И вот как раз модель Sora 2 нам сейчас и понадобится. На главной странице находим модуль Sora 2. Вот он. Кликаем и попадаем в рабочее пространство генерации. Здесь все просто. Слева – панель, куда загружаем изображение, справа – превью будущего видео. Загружаю наше обработанное фото. Сразу появляется автоматически сгенерированный промпт. Стандартное описание, которое C-Art предлагает сама. Чаще всего он неплохой, но не всегда точно попадает в настроение. Поэтому я пишу свой, простой и понятный. Например, молодая мама и папа держат ребенка, смотрят друг на друга и улыбаются. Ниже кнопка генерации. Стоимость сразу видна – 260 токенов за один 5-секундный ролик. Если посмотреть тарифы, минимальный план стоит около $3, это примерно 300 рублей. За него дают 9000 токенов, то есть оживление одного фото обходится примерно в 8 рублей, 6 копеек. Смотрим результат. Посмотрите, какое аккуратное движение пара словно оживает. Такой маленький теплый фрагмент может вызвать очень сильные эмоции. Скачиваем ролик и переходим к следующему шагу. Теперь снова возвращаемся в канву, на нашу доску, где я разместила все готовые видеофрагменты. Для наглядности покажу основную идею. Мы расставили кадры в логическом порядке, чтобы история жизни смотрелась цельно и трогательно. Я просто выстроила фотографии так, чтобы сюжет плавно развивался, от первых шагов к сегодняшнему дню. Такой порядок поможет нам собрать теплый связанный рассказ. И теперь можно переходить к монтажу. Мы на главной рабочей панели CapCut. Для начала загружаем все видеофрагменты и переносим их на таймлайн, ту самую монтажную линию. Я заранее расставлю кадры в нужном порядке. Показывать каждое движение нет смысла. Лучше покажу главное. В начале ролика я ставлю короткий видеоряд с обратным отсчетом. Такой фрагмент можно скачать на любом видеостоке. Но для вашего удобства я оставлю этот вариант в нашем телеграм-канале. Теперь делаем плавные переходы. В левом верхнем углу выбираем вкладку «Переходы». Открывается список, и нас интересует раздел «В тренде». Берем самый верхний – переход «Микс». Он мягко растворяет кадры и отлично подходит под черно-белые фото. Можно увеличить или уменьшить длительность. Смотрите по ощущению. Здесь много переходов, есть и световой, но для черно-белой стилистики он подходит хуже. Мы проверили. Поэтому оставляем микс. В конце ролика я добавляю отдельный готовый фрагмент, чисто чтобы показать идею. Мы подсмотрели этот ход давно. В завершении видео появляется текст, который может зачитать кто-то из близких. Но сразу скажу по опыту, это сложно дается. Эмоции переполняют ком в горле. Поэтому чаще всего текст читают уже после просмотра ролика, сквозь слезы. Мы это проходили. И теперь кульминация. Музыка задает эмоциональный фон всему фильму. Для такого ролика мы используем трек «На заре» в исполнении Василия Вакуленко, он же Баста. Скачать трек можно в интернете.
Важный момент. У трека есть длинное вступление со звуками метронома. Именно поэтому мы в самое начало поставили видеоряд с обратным отчетом, он очень сильно подходит. Подрезаем начало, оставляем момент, где начинается сама песня. И давайте послушаем. Ровный бег моей судьбы. Долго слушать по правилам Ютуба мы не можем, но если вам интересен готовый ролик, он загружен в наш Телеграм. Итак, у нас получился теплый, искренний, очень живой ролик. Из десятков старых фотографий, которые мы восстановили, оживили и собрали в одну историю. Если вам понравился такой формат, подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Впереди еще много разборов и идей. И напоминаю, мы запустили курс по нейросетям «Нейроаватар». Если хотите создать своего персонажа или ведущего, как я. Переходите в Телеграм, все подробности будут там. А теперь создавайте свои теплые истории. Это того стоит. Я больше, чем люблю. Помоги, не гиб.